Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Агранян, я мастер рейки и медитации. Сегодня у нас занятие, посвященное символам рейки. Но прежде чем мы поговорим о символах, мы поговорим о катадамах, потому что именно из катадам и были созданы символы. У Микао Усуи была сложность с визуализацией. Именно поэтому ему не подходили буддийские методы, и он искал свой собственный путь духовного развития. Так возникла рейки. В свою систему он ввел несколько катадам, священных звуков, которые взял из синтоизма. Они аналогичны мантрам, где важен не смысл, а звуковая вибрация, создающая определенные изменения в сознании, в теле и в пространстве. Так в системе рейки появилось 4 катадамы. 3 он давал на 2 ступени и еще 1 давал на 3. Первая катадама – хо-а-зе-хо-не, вторая – эй-эй-ки и третья – хо-ку-эй. Использованию символов 2 ступени я обучаю в курсе, который называется «Мастерство. 2 ступень рейки». Мы изучаем то, как их правильно рисовать, где и как их использовать, в каких случаях какой из символов вам будет нужен, и я соединяю восточный и западный подход в своем обучении, потому что только так вы получаете наиболее полное объяснение и понимание природы знаков и того, как с ними работать. Катадама 3 ступени – ай-ко-йо. Напоминает что-то? Да. Потому что дальше один из его учеников, Чуджиро Хаяши, не очень подружился с катадамами и попросил нарисовать символы. Микао Усуи сделал это. Он нарисовал их. Первый символ, который известен нам как Хоншо-зе Шонен, это буддийская сутра в сокращении. Второй символ – Сэйхики. Это семенной слог Будды Амитабхи, Шри. А третий символ – Чукурей – не что иное, как символ солнца – свастика в динамике. У символов нет никакого мистического происхождения. Микао Усуи подумал и по просьбе ученика нарисовал его. Дальше ученица Чуджиро Хаяши, Хавайо Таката, та, благодаря которой мы и знакомы с системой рейки, ничего не знала о катадамах, была знакома только лишь символами, и все остальные ее ученики из западного направления рейки не знают о катадамах ровным счетом ничего. На Западе символы приобрели мистический характер. В историю системы в рейки внесли несколько очень необычных фактов, что эти символы явились Микао Усуи на горе Курияма на 21-й день его поста и медитации. Они попали в область его 3-го глаза. Он узнал не только 3, а даже больше символа, более 300. Потом его ученики растеряли все, и сейчас мастера вновь находят эти дополнительные символы. Вот такую вот историю могли слышать вы и слышал я. На самом деле символы системы рейки были созданы по просьбе одного из учеников. Остальная же часть благополучно использовала катадамы. Символы рейки начали использовать как магические символы, придавая им значение, которого не было изначально. Так символ Хоншо-зе Шонен стал знаком, который позволяет вам работать во времени и в пространстве. Без него лечить на расстоянии нельзя. Символ Сэйхики стал символом гармонизации, а Чукурей – усиления. И некоторых учат так: не дай бог тебе перепутать. Если ты хочешь что-то гармонизировать, используй Сэйхики. Нарисуешь Чукурей – будет беда. Если ты хочешь что-то усилить, обязательно используй Чукурей. И ни в коем случае Сэйхики. А если ты собираешься лечить на расстоянии, не забудь Хоншо-зе Шонен, иначе энергия никуда не пойдет. Итак, люди привязываются к символам, считая, что именно они дарят новые способности. На самом деле, конечно же, нет. Эти способности находятся в природе энергии рейки нашего сознания. Восточный подход к символам – это достижение с помощью символов определенного, нужного внутреннего состояния. Вы же помните, что система рейки – это система, в которой мы достигаем нужного состояния, из которого мы уже лечим, гармонизируем, направляем энергию. Первичное состояние. И каждый из символов помогает нам это состояние углубить. Та глубина, которая есть на 2 ступени, недоступна на 1. Та, что будет на 3, недоступна на 2. Итак, первый катадама и первый символ Хо-зе-хо-не дает нам возможность пропускать через себя аспект света божественной энергии. Второй символ, 2 катадама, аспект любви, а 3 – силы.
И когда мы понимаем, что нам нужно усилить пропускание через себя определенной энергии, определенного аспекта, мы используем соответствующий символ или катадаму. И таким образом открываемся этому потоку. Мы открываемся. Символ не работает в пространстве, как магический знак, производящий изменения где-то там. Все изменения происходят с нами. И тогда через нас энергия уже идет дальше в пространство. На Западе символы используют больше как прикладные инструменты. Если вам нужно достичь определенной цели, нарисуйте символы в такой-то последовательности 1, 2, 3. Если вам нужно что-то гармонизировать, может быть 3, 2, 3. И так создаются волшебные комбинации, помогающие достичь какого-то результата. Таким техникам я учу на 2-й ступени, в курсе «Волшебные техники 2-й ступени». Но в своем подходе я всегда объединяю восточный и западный стили. Потому что только их симбиоз позволяет нам глубоко и точно понять природу энергии рейки. Иногда, когда нужно, вы можете нарисовать символ на себе, на другом человеке, где-то в пространстве. Но без повторения катадамы, без определенного состояния, на которое настроитесь вы, ничего не работает. Именно вы и ваше состояние являются ключом к тому, чтобы работала энергия рейки и работали символы. Помните, что все определяется состоянием. В практике рейки мы проходим очень интересный путь. Начиная на 1-й ступени без символов, мы жадно ждем того момента, когда они появятся в нашей жизни. Потому что понимаем, что лечить на расстоянии с помощью Хонши Шанен будет куда легче. Мы сможем быстро все гармонизировать с помощью Сэхики, и наш поток станет куда сильнее с помощью Чукурей. И мы ждем этих новых возможностей. Потом 3-я ступень, где символ Дайкомио объединяет в себе все 3. Это вообще волшебно, прекрасно и замечательно. Но вот мы получили все, иногда даже какие-то дополнительные. У меня есть 20 дополнительных символов из других направлений рейки, каруна рейки, тибетского рейки, христианского рейки. Это может быть очень интересным и увлекательным этапом. Но после мы начинаем понимать, что сила моего воздействия, сила и мощь энергии, протекающей через меня, зависит не от того, какой символ я нарисовал, а от того, какое у меня внутреннее состояние. Даже сам по себе символ работает ровно так, как я настроился. И на первый план выходит внутреннее состояние, где в какие-то моменты вы обнаруживаете, что не успели нарисовать ни одного символа, все уже работает. Потому что рейки не зависит от знаков. И знаки не включают рейки. Все включается благодаря вашему настрою, благодаря преображению в вашем сознании. И может быть так, что вы можете работать совершенно без них. Но главное помните, есть один единственный критерий. Это реальный, видимый и измеряемый результат. Не ваше субъективное ощущение «мне кажется, стало лучше», или «я увидел темноту и убрал темноту», а результат, который вы можете зафиксировать в анализах, в УЗИ, в обследовании, когда была проблема и нет. И если это у вас работает так, вы большой молодец и все делаете правильно. Символы углубляют наше состояние. Духовная практика углубляет его еще больше. Поэтому используйте и обучайтесь тому, как правильно использовать символы, как правильно их рисовать, где и когда уместен один или другой подход. И тогда вы увидите, что сила рейки будет работать через вас куда мощнее, чем сейчас. Не сосредотачивайтесь ни на одном из крайностей, только техник и полного отрицания техник. Находите идеальный баланс между ними. И используйте то, что у вас есть, на полную. Интересные дополнительные символы найдите мастера, каруна рейки, тибетского рейки, кундалини рейки, и вы получите эти символы. Но на самом деле весь секрет в вашей голове. Научитесь работать с теми 3, которые у нас есть в традиционном рейке. Если у вас 3-я ступень, у вас уже их 4, и вы увидите, что чудеса творятся у вас под руками уже сейчас. Спасибо вам большое за внимание. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И до следующей встречи. Пока!